Представители знака зодиака Скорпион. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт для вашего знака зодиака. Будем, конечно, реалистами. Но любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так думаю, если призвать свою интуицию, а вы люди интуитивные, Скорпиона можно вообще не смотреть ни один прогноз. Вы все и так сами знаете. Мне кажется, только самому себе больше доверять. И для вас нет ничего невозможного. Правда, мои дорогие скорпионы. Но, тем не менее, мы идем вперед. Я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то альтернативные варианты развития событий вы для себя увидите посредством карт. Или просчитаете, может быть, на пару шагов вперед. Итак, первое важное событие. Или то, что будет в приоритете в течение 7 дней. Неожиданное событие. Чему сейчас не время или что может помешать? А что будет помогать, радовать? Что скрыто? Может быть, и кто-то скрывает. Может быть, и мы не придаем чему-то значения. Дела, работа, бизнес. Посмотрим в целом энергии. Что по финансам? Что в личной жизни нам скажут карты? И давайте достанем карту совет. Объединим все позиции. Подытожим, так сказать, наш расклад. Давайте будем смотреть важное событие – деньги. Ну и не только деньги. Сохранение, кстати, денег. Обратите внимание, на этой карте интересно, в колоде в этой именно прорисованы сундук с деньгами и мыши, или точнее крысы вообще. Олицетворение уже каково бы ни было отношение к крысам, мышам, но вообще крыса – это рачительный хозяин, тот, который сохраняет. Так вот, финансы сохраняем. Они как будто есть, будут. Или это может быть все, чтобы на увеличение дохода. Или на рациональное использование тех средств, которые у вас есть. Где-то и ваших сил. С другой стороны, это вопросы дома, жилища могут быть. По десятке пентаклей в целом проходит наше благополучие. Вот для вас будет важно ваше благополучие и в сторону увеличения. Как и финансов, так и, может быть, улучшение жилища. Вы захотите его сделать более комфортным, удобным, или что-то будете переделывать, может быть. Или в личной жизни, ведь по десятке пентаклей тоже это могут быть как и родственники, но какие-то дела, связанные с детьми, с вашими близкими. Ну вот все то, что нас радует. Неожиданности. Главное, в какой-то нам конфликт не попасть или в какое-то ненужное соревнование, борьбу. По семерке жезлов, да, нам говорят, у нас хватит сил парировать, отстаивать свою точку зрения. Может быть, для кого-то из вас это и придется делать на самом деле. Сказать сейчас пока сложно, потому что рядом десятка пентаклей, и нам говорят, все сохраняй. Может быть, и придется где-то настаивать на своем, правда? Но, значит, делать это надо как-то, ну, так элегантно, потому что первое значение в этой карте как будто ты должен отступить на полшага назад и оценить эту обстановку. Надо ли тебе в чем-то участвовать, чтобы не быть именно на импульсе куда-то втянутым. Какая-то конкретика есть и есть рационализм в первую очередь. Значит, неожиданности могут быть разного рода. Может быть, мы услышим какую-то новость, не значит, что это правда. Может быть, это фейк. Разобраться сначала надо. Или есть какое-то предложение. И тоже, пока мы что-то не просчитаем, мы не должны собой рисковать. Как ни примените, в какой бы сфере жизни не переложили мы эту карту, есть сначала какая-то конкретика, увы, расчет, а потом какие-то наши действия и никаких эмоций. Чему сейчас не время? Никаких эмоций, вот я только что сказала, не время повторить какой-то прежний опыт. По тройке мечей вообще не должно быть ни в разочаровании, мои дорогие скорпионы, в вашей жизни по умолчанию. Этому не время, нам говорит карта. Но эта карта ведь всегда прошлое. Это то, что нас когда-то ранило, зацепило больно. Уже ситуация закончилась, а осадочек остался. Поэтому, ну, не время этому осадку. Или, может быть, не время думать, что вот как тогда было, сейчас вот все время так будет повторяться. С другой стороны, может быть, не реанимировать те отношения, которые уже, ну не сложилось. Взаимопонимание утрачено. Или
человек предал, или человек где-то подвел, или вы интуитивные люди, вы уже где-то интуитивно чувствуете. Но вот эта история ничем хорошим не кончится, точно. Себе доверяем, факт. Не должно быть каких-то минусов, вот не время ему. Может быть, как свой какой-то опыт отрицательный переносить на новые отношения. Кстати, вот это тоже может быть. Или так, как вы действовали прежде, действовать и теперь. Все-таки жизнь идет вперед, все у нас развивается, меняется. И какая-то смена шаблона, она тоже предполагается. Себе не навредить одним словом. Вот это нам не будет помогать. А что будет помогать? Мудрость, интуиция, опыт. Увидеть вот эту змею, да, которую нам идет отшельник, и вот этот фонарь, который у него в руке, прообраз как раз интуиции. Почему по преданию фонарь включается ровно в тот момент, когда это необходимо. Точно вот ваше предчувствие, шестое чувство вам будет давать абсолютно точные подсказки. И вот тот жизненный путь, по которому следует отшельник, путь сам по себе как будто даже не опирается ни на что, просто завис в пространстве. Случайно он обнаружил впереди змею. Вот значит, вы должны что-то просчитать. На эмоциях нас тут могут в разные дела втянуть, да, или на импульсе, или лестью, да чем угодно, наверное, смотря как подано, или смотря какие планы строит человек. Поэтому мы должны все просчитывать или допускать как раз альтернативные варианты развития событий и нашего восприятия. То, что подано как что-то, как вау-проект, не факт, что так и будет, правда? Или то, что в отношениях развивается очень хорошо, не факт, что где-то, ну, оно так обстоит на самом деле. Вот слушать себя, это вам помогает. И, знаете, где-то не предаваться все-таки глубокой философии. Все то, что нам может помешать, навредить, должно быть исключено. И надеяться, безусловно, на самих себя. Отшельник – это мудрец. Он понимает, что как люди могут вести себя по-разному, как и обстановка, она тоже не бывает статичной. Ну, бывает, но это какой-то период времени, а потом все равно что-то приходит в движение. То есть его этим не удивить. Вот и вас не должно ничего практически удивлять. Вы должны быть где-то на своей волне. И в собственной душе должен быть абсолютный покой и умиротворенность какая-то, вот как по отшельнику. Не сомневаться в себе, это для вас будет важно. Доверять своей интуиции. Что скрыто? Да ничего не скрыто. Вы все сами можете просчитать. По королю кубков это ваша карта сигнификатор. Самые две, наверное, позиции проигрываются, если на наш материализм жизненный переложить. Это отношения и финансы. Вот где-то, видимо, вопросы, которые касаются отношений, взаимоотношений, может быть и в социуме, может быть и про личную жизнь, может быть и финансы, которые через эти отношения как будто в один клубок все замешано, закручено. Вот такое тоже может быть. Но если есть какие-то подводные рифы, камни или где-то там грабли, по королю кубков он может все предугадать. Он тоже интуитивен, как и вы, мои дорогие скорпионы. И рядом у нас карта отшельника. От вас невозможно что-то скрыть. Потому что даже если нет фактов, вот на этой неделе вы можете просчитать, прочувствовать. Вы, как рентген, будете, видимо, видеть как и какую-то нечестность, так и, может быть, просто куда идет та или иная ситуация или куда идут те или иные отношения. Вас сложно обмануть или сбить с толку, в принципе, на этой неделе. Дела, работа, бизнес. У кого-то могут быть новые начинания или новые начинания в плане, когда я решил, может быть, добавить дополнительный доход или какую-то новую сферу деятельности. У кого-то это могут быть перемены, я решил строить карьеру. Или на вашей работе уже какие-то подвижки происходят, и они перед вами открывают новые перспективы. По этой карте все-таки это нулевой аркан. Хаос перед началом творения. Определиться с чем-то сложно. Поэтому, может быть, карта нам и говорит: все сохраняй, десятка пентаклей. Оттолкнись от своего благополучия. И то, что ты не должен рисковать. Использовать какую-то возможность определенно стоит. Так же, как и ваш собственный инсайт, желание. Это важно. Это ведь вдохновение где-то.
Поэтому, ну, как без вдохновения, правда, мы ничего не совершим. Это будет какая-то серая, унылая, мрачная картина. А тут как раз этого вроде как не будет. Но и просчитаться-то мы не должны. Опять же, надеемся мы сами на себя, так же, как по аркану отшельник. Но идем вперед. Здесь может, знаете, быть какое-то предложение вам поступить. Или вы захотите осуществить задуманное, то, что не похоже на то, что вы делали раньше. Или кому-то из вас захочется сменить имидж, может быть. Как будто это откроет новые горизонты. Отчасти такое тоже может быть. Быть на своей волне, это правда, нам придется. Но все-таки по нулевому аркану просчитывать на пару шагов вперед. Или задавать себе вопрос с учетом семерки жезлов. Но вот если что-то пойдет не так, мои действия, какой-то запасной аэродром, мои дорогие скорпионы, вы как будто четко должны себе оставлять или в деталях пошагово знать. Вот если это дело пошло криво, мои действия, что я буду делать? Или если меня люди, вот допустим, сейчас мы говорим об одном, а потом это как-то вот переложится в какую-то другую реальность, мои действия. То есть не должно быть для вас того, что вас поставит в тупик. Вот как-то так. Не должно быть для вас хаоса. И даже если обстановка такая, вот с одной стороны, как какая-то, ну, и она манит за собой, что-то увлекает нас, но и просчитать, как будто мы не можем. Значит, все равно быть словно наготове, врасплох, не дать себя застигнуть. Это точно. И понимаете, отказаться от чего-то, ведь мы тоже тут не можем на этой неделе. Поэтому лавировать где-то придется, но основываясь на самосохранении, ну и сохранении финансов, понятно, тоже. Давайте финансы посмотрим. Хотя нам сказали, да, тут правда, по тройке жезлов у нас все под контролем. Это сильная позиция, тройка жезлов. Я точно знаю, что я хочу осуществить, я точно знаю, чего мне не нужно. И есть еще те направления, которые, знаете, как... Ну, какой-то план максимум, чтобы мне бы хотелось либо себя попробовать, либо каким образом зарабатывать деньги. Для кого-то из вас, может быть, это касается недвижимости, которая находится в другом месте или местности, и как бы смена, да. Может быть, это какая-то ваша смена приоритетов, вот тут тоже может проиграться, или каких-то целей ваших намерений, но тогда вы не склонны с кем-то делиться, и это очень правильно, потому что как будто нет движения. По тройке жезлов это планы, причем ближайшие какие-то планы, которые могут включать кардинальные какие-то изменения в той или иной области, но действий пока нет. Человек нам показанный на карте, он показан со спины. То есть как будто к прошлому повернулись спиной. Или вы понимаете, что не будет всегда вот в какой-то статичной обстановка или обстоятельства жизни. Они будут постоянно претерпевать изменения. Где-то внутренне вы к этому готовы. Но сказать, что мы что-то форсируем, наверное, не на этой неделе. Может быть, как раз что-то просчитать. Но что-то увлекать нас может. По этой карте нам показан корабль. Один из символов Меркурия. Много общения может быть. И где-то деньги через общение. Такое может проигрываться. Может быть, где-то ваша популярность, рост посредством интернет. Для кого-то из вас, если вы занимаетесь торговлей, у нас корабль, опять же, сказала, из символов Меркурия. Один, да, кстати, основной, один из основных. И торговля идет в рост. Вот этот есть такой момент. Как будто даже это где-то перспективно. Или перспективно все, что через интернет, через общение, через работу, может быть, с большим объемом информации, или, может быть, для кого-то проиграется сфера IT. Все-таки пространство всегда идет по тройке жезлов, несмотря на то, что жезлы – это огненная энергия. Но в тройке жезлов это тоже присутствует. Планы сами по себе на ближайшее будущее, которые мы реализуем определенно, но они будут основаны не на виртуальных наших предположениях, а на каком-то рационализме или логике. Перспективы сами по себе. Ну, личная жизнь, солнце. Вообще, это карта нашего эго. И, мои дорогие скорпионы, в любой колоде Таро две карты выбора правильного направления. Карта Солнца – это выбор направления на несколько месяцев. Ну, это конец или до конца 2023 года. И, наверное,
Ну, до конца года кота, может быть, а потом у нас идет год дракона, это в феврале произойдет 10-го. Вот, может быть, на эти месяцы, 4 где-то месяцев, полгода, так где-то плюс-минус проигрывается Солнце, если мы говорим о расстоянии по времени. И вторая карта в колоде Таро – это карта звезда, это где-то программа максимум на десятилетие. Вот здесь что-то у нас должно быть, у вас, мои дорогие скорпионы, продумано на несколько месяцев вперед. Это карта удачи, успеха, вот как будто у вас очень благоприятный период, мои дорогие. Планетарно тоже, ведь это на самом деле так. По максимуму для себя что-то сделать такое, чтобы в жизни было солнце, и чтобы это продлилось потом на десятилетия. Но период этот, вот он сейчас уже идет. И, может быть, и хочется где-то расслабиться, а вот нет, тут надо для себя любимого, любимой сделать что-то очень грамотно. Словно, знаете, поставить на рельсы, как вот есть такое выражение, да, чтобы потом ваш состав, да, из ваших намерений и желаний скользил по этим самым рельсам на далекий промежуток времени. Но вообще карта радости. И у каждого по-своему этот старший аркан проиграется, но что-то доброе, хорошее, светлое определенно войдет в вашу жизнь, или что-то вы осуществите, может быть. У кого-то и деньги порадуют, может быть, получение крупной суммы. Почему нет? Или решение вопросов личной жизни, или с жильем. Но, знаете, вот вы реализуете свои планы. Давайте посмотрим карта совета, а еще по восьмерке жезлов, знаете, информация, когда нам куда-то придется, может быть, отправиться или быстро отреагировать. Мы не можем чего-то оставить на потом. Куй железо пока горячо. В общем-то, это все то, что я говорила. Может быть, нам и придется вот, да, для того, чтобы с чем-то определиться окончательно, съездить буквально или откликнуться. Может быть, это будет просто ваш телефонный звонок, когда вы кому-то позвоните и скажете: да, я в теме, я в деле. Но чтобы про вас не забыли. Но вот как будто скорость-то вот она предусматривается. Или это может быть еще и наша быстрая реакция на какую-то обстановку. Может быть, есть то дело, из которого нужно быстро, элегантно по-английски уйти, мои дорогие скорпионы. Я ведь не могу и этого отрицать тоже. Но, видимо, идем по ситуации. А ситуация в целом вас ведет к солнцу. Поэтому перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.